Здравствуйте, братья и сестры! Как пекли раньше ржаной хлебушек, а пекли его совсем не так, как сейчас. И дрожжей в него никто не добавлял, да и закваски совсем по-другому готовились. К сожалению, способы эти мы забывать стали, и пора обратно их к жизни вернуть. Покажу я, как испечь монастырский хлебушек свой первый, как в старину, как раньше, и всего за 3 дня. Хлебушек этот готовится на солодовой брашке. Что такое солод? Солод – это проросшее зерно, которое потом высушили, и вот оно-то и даст жизнь нашему монастырскому хлебушку. Из солода надо сделать дробину, а сам солод где его взять? Ну, вот кто у вас из соседей пиво варит, пойдите к нему, он вам солода даст, а вы его потом за это угостите вкусным хлебушком. К дробине солодовой добавляем воду, ключевую или колодезную, но не холодную, а теплую. Далее надо уксуса чуть-чуть добавить, яблочного или винного, но совсем немного. Можно и без уксуса, но тогда брашка похуже получается. Лучше с уксусом делать. И последнее, что нам понадобится, это изюм хороший. Тоже его совсем немножко надо. Кто утром делать начнет, у того к ночи 3-го дня будет вкусный монастырский хлебуш. Брашка же в тепле стоять должна. Ставьте ее рядом с печью или с батареей. Ну а если и так тепло и жарко, то оставляйте просто на столе. Если все правильно делали, то к утру 3-го дня брашка забродит, закиснет, будет бурлить, пениться, шипеть, а на вкус кисленькая должна стать. Брашка нам нужна молодая, активная, не переброженная, но обязательно кислая и шипящая. Вот сколько у нас брашки получилось, столько же надо воды добавить, ключевой или колодезной, но опять же теплый. Хлеб ржаной, он тепло любит, а не холод. Хлебушек монастырский за 3 дня готовится, число символическое, объяснять, думаю, не нужно. К брашке муки добавляем ржаной, хорошей. У кого плохая, естественно, просеять лучше. И опарку замешиваем. Опарка, как сметана, примерно получиться должна, потому следите, муки не переложите. Бродить опарка, опять же, в тепле должна, не в холоде. Это чиабатта в холоде бродит, а не ржаной хлеб. Ставьте ее рядом с печью, рядом с батареей, ну или, если лето, просто туда, где потеплее. Очень быстро опарка поднимется и опять опустится, но это не значит, что она уже готова. А готова опарка будет, когда она на вкус кисленькая станет, не раньше. Если опарку утром поставили и в тепле держали, то закиснет она только к вечеру. В тепле опарка за 12 часов готова будет, число символическое, объяснять не надо. У кого же больше времени уйдет, ничего страшного, будет хлеб деревенский, а не монастырский. Соли добавляем по вкусу, чтобы опарка солененькая стала. А вот воды добавлять больше не надобно. Хлеб этот каждодневный, не праздничный, потому ни сахара, ни приправ никаких добавлять не нужно. Муки добавляем ржаной и пшеничной поровну. Вот и все, можно тесто замешивать.
Почему сейчас так не пекут, спросите вы? Да потому что забыли уже, как хлеб ржаной печь. Пекут по книжке американской, в которой сказано, что закваску 5 дней разводить надо. Книжку ту на русский язык перевели, все ее прочли и завалили все везде своими рецептами, как по 5 дней закваску разводят. А вы хлеб-то американский видели когда-нибудь? Так зайдите в Макдональдс, посмотрите, он там везде лежит. И вы что, думаете, что они там за океаном хлеб ржаной печь умеют? Или еще хуже, дрожжей в хлеб понакидают, и готово все за 1 час. Да кто ж так раньше пек? Никто. Хороший хлебушек, ему время нужно. Он созреть должен, силу набрать, жизни впитать. Так что делаем мы сейчас с вами хлебушек живой, хороший, полезный. А на живой хлебушек тесто не машиной, а руками замешивать надо, чтобы жизнь эту чувствовать, понимать. Вначале тесто липкое будет, потому руку в воде лучше смачивать, а потом оно прилипать перестанет, хорошим таким упругим станет. Слишком плотным тесто быть не должно, а то будет хлеб потом как кирпич. Ну и слишком мягким быть не должно, а то растечется все в лепешку. Тесто опять же в тепле подходить должно, нельзя просто так в холоде на столе его оставлять. Мукой сверху теста присыпьте, когда тесто хорошо расстоится, готовое будет, то на тесте трещинки появятся, их видно хорошо будет. И в тепло его. Ну вот тесто хорошо подошло, трещинки на нем появились, значит пришло время его формовать. Тесто ароматное, мягкое, пышное. От теста кусочек небольшой берем и откладываем в сторону. Если у нас такой кусочек постоит до завтрашнего дня, то будет это спелое тесто. А на спелом тесте можно новый хлеб завтра печь. Его в опару прямо добавляем, и опара быстро готова будет, гораздо быстрее, чем на брашке. Это вот и есть наша закваска. На ней раньше, в старину, хлеб пекли, а не так, как в книжке американской написано. Если каждый день не печете, то пусть спелое тесто сначала в тепле постоит до завтрашнего дня, а потом в погребок его снесите. Позже я покажу, как на таком спелом тесте новый хлеб испечь. Вот зайдешь сейчас в магазин, а там что? Там булки белые от пола до потолка. Хлеба ржаного там среди них не сыскать. А если и найдешь чего, так удивляешься, как такой невкусный хлеб испечь было можно. Знаете, я иногда думаю, что они там на хлебозаводе тоже книжку американскую читают и по ней хлеб пекут. Или зайдешь в магазин, а там ржаной муки нету, одна белоснежная пшеничная стоит. Такое ощущение, что я в Италию приехал. Да и то мне кажется, что в Италии ржаную муку быстрее найдешь, чем у нас. Многие сейчас в деревню назад из города от суеты возвращаются, там жить начинают. И правильно это. Но, к сожалению, как хлеб печь в деревне, не знают. Да и те, кто в деревне остались, тоже уже давным-давно забыли, как хлеб печь. Потому пробел сейчас мы этот восполняем. Тесто перекладываем в чашу для расстойки на полотенце швами к низу. И опять же в тепло его несем, пусть растаивается, а мы тем временем печь протапливаем, дров побольше подкидываем. Вот когда трещинки на хлебе появятся, значит готов он, чтобы в печь его сажать. Это у меня отруби, надо отрубями хлеб сверху ржаными присыпать, для того, чтобы он по лопате в печь скользил лучше. Хлеб на лопату опрокидываем. Печь к этому времени уже хорошо прогрета должна быть. Никто в холодной печи хлеб не печет, он плохой тогда получается. Корочка не румяная будет, хлеб поднимается плохо. Хлеб для красоты сверху мукой присыпать можно.
И еще чуть-чуть ржаных отрубей я добавлю, чтобы он на лопате не застрял. Хлебушек в печь сажаем на пот. Туда же воды добавляем немного, чтобы пар был. Заслонку закрываем и печем вначале с заслонкой. Потом заслонку снимаем, пар выпускаем и с приоткрытой заслонкой допекаем, а дрова больше не подкидываем. Хлебушку горячему нужно время дать, чтобы остыл, постоял, созрел, аромата набрал, и только потом можно его разрезать. Хлеб получается ароматный, мягкий, корочка прожаристая. Вот умели все-таки раньше хлеб готовить с ржаной мукой, сейчас в магазине такого не купишь. А испечь-то совсем его несложно, если как раньше печь. Ну а мякиш какой, смотрите, красивый, разрыхленный, ароматный, благоухающий. Хлеб не липнет, пружинит. Все как надо получилось. И у вас, конечно, получится, потому как рецепт старый, проверенный, по нему не может не получиться. Помните, мы кусочек теста отложили? Так вот, на следующий день станет оно в тепле спелым тестом, и можно на нем опару сразу ставить. Только опара эта будет гораздо быстрее готова, чем на брашке. А если каждый день печь не собираетесь, то уберите после того, как оно в тепле постоит, в погребок, и там оно еще 3-4 дня стоять может. На спелом тесте, что в погребе долго простояло, опару сразу ставить нельзя. Нужно для начала опять брашку поставить. Но на этот раз в брашку только солод нужно добавить и воды колодезной или ключевой. Не забываем, вода должна быть теплая. Ни изюм, ни уксус нам больше не понадобятся, потому как все, что для того, чтобы брашка забродила, есть в спелом тесте. Спелого теста совсем чуть-чуть берем, много его не надо. Ну а брашка будет уже не 2 дня бродить, а всего 1. Потому хлеб испечь можно будет не за 3 дня, а всего за 1,5. В брашку можно солода темного немного добавить или пряности какие, тмин, кориандр, анис, для того, чтобы хлеб ароматней получился. Ну а дальше опять брашку в тепло несем и ждем. Вот у нас круг и замкнулся. Вот готовая брашка, и на ней можно поставить новую опарку. Опарка, что на брашке, что на спелом тесте, будет чуть быстрее готова, чем опарка на первой брашке. Об этом помнить надо и следить. Вот так пекли в старину предки наши хлеб. В каждом новом хлебе был маленький кусочек от хлеба предыдущего. Ну а я на этом рассказ свой заканчиваю. До свидания.